ты раскопщик, ты где-то копаешься, находишь кость, и такой, о, это к этому динозавру, да, потому что мы тупые, или как там, помнишь? Как этот парк юрского периода, а жили бы динозавры, и ты такой где-нибудь идешь по лесу, и динозавр выходит, который просто вот так вот лапой может на тебя встать и раздавить. Я сейчас копьем кину в этого оленя. Нет, я в него кину. Подождите, я тут ползу. Все, Давай. там пошло? Там сейчас пиздить телефон, уже можно начинать. А где она пиздит? Вот она. В этом месяце у нас уже полгода, как мы находимся в Аргентине, и возможно, это связано со сроком. Возможно, да, с тем, что здесь сейчас осень, но на нас накатила немножечко осенняя хандра, и у нас что-то так все наслоилось, и много работы, и всякие разные личные вопросы, да, еще мы затасковали по дому немножечко. И, в общем, давно мы ничего не снимали, никуда не ходили. Единственное, что мы сделали, наверное, такого за это время, это мы отметили мой день рождения, 28 мая мы съездили снова к океану в Пинамар и хорошо провели время. Но ничего не сняли? Ничего не сняли, да, потому что как-то было не до этого. Решили просто отдыхать, расслабляться, вот. И вот, наконец-то, мы вытащили себя, чтобы сходить в музей, который мы на самом деле хотели сходить давно. И вот, наконец-то, мы в него пошли. Это Museo de la Plata. Сейчас мы пойдем внутрь и посмотрим, что там интересного. Но там должны быть динозавры. Ну, это, в общем, динозавры. И не анимал. Основное, что хотелось посмотреть, это именно динозавры, да, потому что мы видели у знакомых, они ходили туда, нам показалось интересно, вот мы теперь пошли туда. Вот мы добрались до музея, вот он. Очень красивый и большой. Сейчас мы пойдем по первому этажу, на первом этаже Анималис, а потом пойдем на второй этаж. Там этнография, антропология, ну, в общем, видимо, какие-то... Все, мозг сломался. В общем, не Анималис. Вот мы зашли внутрь музея, нам по QR-коду вот такую карту дали, и мы где-то здесь, видимо. Пока что тут всякие камни, и там вначале еще были жуки. Языка мы пока что все еще не знаем, и поэтому мы ходим по музеям вот так. Берешь, наводишь, снимаешь и читаешь. Это оливиновый мантийный ксенолит. Все. Зуберия сосочковая. Сосочковая зуберия. Не знаю, что из этого зуберия, но тут, в общем, какой-то камень. Мезозавр бразильский. Посмотри, Бразилия, пермский. Ничего не понятно, но очень интересно. Плита с подкраниальными. Маме бы здесь понравилось. Смотри, какие камни. Она же любит всякое вот такое. Надо ей даже сфоткать, наверное. Посмотри, как красиво. Это вообще, да, как настоящая птичка. И какой огромный жук. Класс. И вот это, я не знаю, камень это или что. Или как цветок какой-то. Выглядит очень красивая штука. Но они, кстати, даже не подписаны. Ой, пардон. Как думаешь, это настоящий? Нет, это не настоящий. Волки. Наконечники гарпунов. Огненная земля, Аргентина.
Это чьи-то зубы как будто бы. Чуть похоже на зубы. Родохрозит. Тоже сфоткаю красиво. А вот и динозавр. Не буду блистать своим испанским, а то получится испанский стыд. Более 200 миллионов лет назад, когда континенты объединились, на Земле появилась группа рептилий, динозавры. Все они, за исключением птиц, вымерли. Диплодокус карнеки был один из гигантских травоядных динозавров. Крупнее этого динозавра только синий кит. Как этот парк юрского периода, а жили бы динозавры, и ты такой где-нибудь идешь по лесу, и динозавр выходит, который просто вот так вот лапой может на тебя встать и раздавить. Уголек мой, уголек. Это уголь. А уголь чего, кстати? А может быть... Для кальяна, для динозавров, короче, это им же побольше нужно. 100%. Может быть, это, знаешь, какой-нибудь каменный уголь начали использовать в качестве топлива в Китае примерно 1000 лет назад. Ну это просто каменный уголь. Лес. Часть его была наполовину покрыта вулканическими отложениями, которые обеспечили большое количество кремнезема. Некоторые образцы окаменели, их корни и базальная часть ствола все еще стояли. Кукарача. Колокомнус десморести. А зачем здесь отпечатки пальцев? Динозавры. Ну, вряд ли динозавр. Может... А эти почему-то черные, а эти почему-то белые. Ну, как и люди. Одни черные, другие белые. Ты чё? Ну, я не понимаю. Ну, просто здесь вот смотри, какая-то козявка. Потом... Головастик. Ну, типа, да. А потом рыба. Здесь опять козявка, здесь что-то непонятное, а это полулягушка с хвостом. Опять козявка. Это на морского конька вообще похоже. И вот она уже тут на черепашку похожа. А это вот сейчас, смотри, на цыпленочка похоже. А это на эмбриончика какого-то, не знаю. Ну, в общем... Брадисариус. Это была крупная травоядная рептилия, жившая в Средней Перми. В какой Перми? Почему в Перми-то, я не понимаю. Пермисо, потому что. Или Пермисо. Примерно за 50 миллионов лет до появления первых динозавров. Ура! Ура! Почему у меня интернет отвалился? Ну, это, кстати, не сильно крупный. Такой себе. Как кто? Как корова. Как корова, да.
Смотри, какая кость. Интересно, а этот динозавр, он больше того динозавра? Улучшение. С момента открытия и до настоящего времени останки этого огромного динозавра зауропода выдержали испытания временем, поскольку их кости чрезвычайно велики и хрупкие, они ломались более чем 100 лет. Так это настоящая кость, вообще-то, на минуточку. 8 метра и масса 75 килограмм. 1,8 метра. Чё, это же он? Нет? Ну да. Вот ты стоишь полторашка. Так в длину. И 75 килограмм. Это больше собаки. Точно. Ну, больше нашей собаки это точно. Наши это тем более, да. А вот мне интересно, вот это что? Это взяли, привезли сюда вместе с куском земли Да, это же земля. и покрыли чем-то, чтобы оно не развалилось? Номбре, игуандон. Название. Мезозойская эра, возраст 125. Вот, тираннозаврус. Вот он. Посмотри, какая у него огромная морда была. Шесть метров. 6 метров в высоту. Это примерно как трехэтажный дом. Это оригинальные останки и слепки. То есть часть из вот этого экспоната – это реальные кости динозавра, который жил приблизительно 70 миллионов лет назад. Только представьте, как это давно. 70 миллионов. С использованием 3D-технологии. А ты вот этих поснимал? Была островным континентом большую часть Пайзенойской эры, более 50 миллионов лет назад, что дало начало местные копытные. Так интересно, как их собрали, интересно. Ну, то есть ты раскопщик, ты где-то копаешься, находишь кость и такой: о, это к этому динозавру. Ну, как ты их соединяешь, что у тебя получается вот такой вот динозавр? То есть это же нужно еще знать и додуматься, как собрать этот пазл в виде вот, ну, то есть не от двух разных пород динозавров, а именно, что они к одному относятся. Динозавренная сходка. Который был с мамонтихой-то, потому что мы тупые, или как там? Помнишь? Это абызан. Он такой... Камадреха – это ласка. Мне, кстати, в детстве очень нравились динозавры. Я прям помню, у меня даже был видеокассета у бабушки с мультиком про динозавров. И потом еще, я помню, фильм вышел, он был, ну, типа документального, тоже про динозавров, там все прямо так было, про них рассказано, очень интересно было. То есть там и сюжетная линия как будто бы, но и так они компьютерной графикой были воссозданы, не как рисованные, а как настоящие. И мне так нравилось это всегда. Поэтому мне этот музей очень сильно откликается. Потому что у меня еще были с киндер-сюрприза динозаврики. Не без этого. Настоящий бивень.
Мэни. Вот это. Или это тоже все броненосец? Арина, это же мука? Оса, роса какая-то. Ничего не понятно, но выглядит... О, это мантиока, которая везде тут продается. Вот они собирают маты. А это какой-то мини-маты-завод. Какао. А вот какао. Это какао? Реально какао? Ну, написано какао. Типа вот какао-бобы вот так выглядят, смотри. Реально никогда не видела, что они вот в такой вот еще этой... В плоду, как правильно сказать. Челюсть огромная. А мы когда поедем китов смотреть? Смотри, у нее глаза на одну сторону. Так, к пивку. Рыбка. А это что, дельфин? А он такой маленький? Я думала, дельфины большие. Южный гладкий кит. Интересно, что у всех по 5 пальцев. У животных, у динозавров, у людей, у черепах в плавниках тоже по 5 пальцев. Даже не настоящее выглядит противно. Ой, ужас какой, кошмар. Фу, фу. Это эти комары денге. Такой прилетит к тебе. Вот ты офигеешь. Офигеть. Что я замерзла? Слон, наверное, да ведь? Элефанты. Точняк, это слон. А это большой. Риносер. Мобила, как у меня раньше была. Это лодка. Наверное. Ну вот это точно лодка. Вот если вот эта маска, какая она тяжелая и неудобная на голове, наверное. Ты представь, как ее одеть. Второй день что-то это. Вчера на кладбище, сегодня мумии. Зато зубы, смотри, как сохранились у него. И они такие белые, не желтые. Вот они не настоящие. Ой, так красиво. Прикольно. Как игрушечный домик.
я сейчас копьем кину в этого оленя. Нет, я в него кину. Подождите, я тут ползу. Техника заключается в создании прямоугольного отверстия путем выполнения 4 прямоугольных разрезов. Она выполняется в теменную область. А для чего? Ой, она что, собаку Наша- в слинге несет? Да, на собаку в слинге несет. Прикольно. Прикольно. Короче, мы... Короче, мы выбрались из этой прекрасной Ля Платы. Мы ехали... Что назад мы ехали? На крутом автобусе мы ехали на 195-м, который нам обошелся с каждого человека 2200. Но с меня должны были взять 1100, потому что я, сука, всю дорогу ехал стоя. Всё. Маленькое уточнение про автобус. Когда мы ехали в Ла-Плату, почему мы поехали на автобус? Потому что по какой-то причине поезд не работал в этот день, и мы поехали на автобус. И мы сели в менее комфортабельный автобус, ну, как бы обычный. Сели хотя бы оба. Ну да. Но он был такой, чуть-чуть грязноватый, чуть-чуть уставший. И на какой-то из остановок, уже на трассе где-то, зашли много-много-много людей. И от одного из них пахло какашками. Какас. Да. И мы всю дорогу до Ла-Платы ехали, и как бы, приходилось это нюхать. Вот. Но он стоил, этот автобус, дешевле. А вот когда мы ехали назад, мы вот ехали в этом классном комфортабельном автобусе, вот, но он был дороже. Что, в 2 раза или сколько там цена отличалась? Да. Вот. Но, то есть, получается, что один и тот же маршрут с вас возьмет разную стоимость в зависимости от комфортабельности автобуса и наличия или отсутствия Да. запаха какашки. Здорово. Давайте перейдем к нашим музею. итогам к музею. Я буду говорить свое мнение по этому поводу, потому что к музеям, как сказать, я отношусь нейтрально. Если мне особо это не интересно, значит, я просто хожу и глазею. Насколько динозавры были мне интересны? 50 на 50. Я как бы их видел в детстве, в смысле не динозавров, а музеи. Ты настолько старый. Да, я настолько старый, даже он песок за мной сейчас сыплется идет. Как говно. Не мама. знаю я, интересно, динозавры, да, круто, интересно. Там почему собрано было все, коровы, птицы, рыбы, вообще все было собрано. Посмотреть было круто. На одну нашу персону вышло 5000, если я не ошибаюсь, песо, да. Но маленькое уточнение, хрен из два вы попадете, если у вас наличка. Там главное платить картой, любой картой. Это Меркадо, Пага, Прекс. Мы вот казахстанские оплатили. Вот, это мое мнение. А ваше мнение что? Мое мнение следующее. Я тоже не особо культурна в плане музеев, как и Илья, не часто мы куда-то ходим, но я с детства очень люблю динозавров, и мне очень всегда было интересно, я помню еще в школе, когда мы проходили вот эти египетские пирамиды, фараоны, вот это все. Мне это страшно всегда нравилось, и мне было интересно увидеть мумию, например. И вот мы были, когда в Питере, забыла, как называется, Эрмитаж, не Эрмитаж? Да, Там мумии в Эрмитаже. Там тоже мумия была. Были, да? Да. Хорошо. Вот. И здесь были динозавры, были мумии, были вот эти фрагменты каких-то, в общем, стен с вот этими, как правильно назвать, иероглифы, не иероглифы, вот эти Египетские узоры. древние, да. И очень это круто, не знаю, меня мурашило от того, что, вы прикиньте, насколько это... Вот мы сейчас тут живем, а это много мучо веков назад было. Мне кажется, ты от меня отворачиваешься. Не лезьте, пожалуйста, камеры, там настроено все.
Ладно, в общем, это прям, ну не знаю, мне очень понравилось, это было здорово, за относительно маленькие деньги посмотреть, там настоящие кости динозавров, настоящие, ну вот прямо их выкопали, добыли там настоящие. Русский человек, он И сейчас чё? нас узнает. Ничего страшного. Что хотел сказать-то, господи, настоящие, короче, кости динозавров, это было очень круто. И вот эти вот египетские, как я сказала, еще фараоны мертвые, мумии. В общем, мне очень сильно понравилось. Блин, он меня смущает. Че, кто тебя смущает? Да, вообще пофиг. Мужчина русский. Короче, надо съездить, если Да. вы там будете, это дешево, интересно, красиво, но пофиг вообще. А смущает его вот этот мужчина. Не знаю почему, но смущает. Да. Твой это итог. Мы это рекомендацион. Рекомендацион, это прямо стоит посетить. Это очень интересно и с детьми, и без детей. Очень классный музей. А, кстати, рядом с музеем еще классная территория, где, помнишь, такой водопадик был, куда ты в туалет ходил? Тоже, в общем, там, Точнее, я в туалет ходил, ладно. там рядом парк. В парке прудик, можно покататься на катамаранах. И еще там в виде такой вот какой-то белой, тоже древней горы со всякими мостиками, деревянными ограждениями. Такая локация классная, где можно классно пофоткаться. Ну, в общем, Вот. рекомендуем. Если вы едете в какой-нибудь погожий солнечный денечек, то выезжайте пораньше, а не как мы, чтобы успеть и в парке погулять, и в музей сходить. Музей, потому что работает до 6 часов. В воскресенье. И, короче, в итоге, вы там подписку оставьте, у нас осталось до монетизации буквально 500 там, часов просмотра. Я так думаю, что массово с этим видео мы там 1/3 добьем. Сейчас автобус уедет, да, он уже все уехал. И следующее наше видео, оно будет, наверное, такое более откровенное, такое Душещипательное. сопливенькое, да, потому что мы уже прожили здесь полгода, и пора поделиться своими ощущениями, отрицательными, положительными, нейтральными, вонючими, сладкими и так далее. Вот. Поноем немножко. Да, поноем немножко. А так все, давайте там лайкусик там поставили, все, и это всем родным, близким, друзьям, и кто просто нас смотрит в крысу, привет. Пока. Пока.